Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее неотправленное СМС. Такое интригующее сегодня будет название. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вы находитесь, знаете, вот у вас состояние вот такого тотального одиночества. Вы как будто сами вот в одиночку сражаетесь с самой судьбой. Вот все эти тяготы, все проблемы, которые происходят в вашей жизни, вы обычно тянете сами, решаете сами. У вас была довольно непростая жизнь. Бывало, что вот вы один против всех, да, могли быть такие ситуации и по работе, либо еще где-то, да. Очень вы такой вот правдолюб. По деньгам я не могу сказать, что прям, очень много вы зарабатываете, но средний достаток у вас есть. Вы сейчас, в общем-то, ударились в работу. Это единственная ваша такая отдушина, работа. Причем может проигрываться, что вы занимаетесь именно тем, что вам нравится. В принципе, у вас нет какого-то отвращения к работе. Вы моментами даже кайфуете, да, это могут быть какие-то вот периоды в работе, ну вот я не знаю, как объяснить, ну то есть бывает, вот допустим, вы поработали, потом там какие-то полчаса перерыв, ну я утрирую, да, вы можете заняться тем, что вы хотите, да, сходить куда-то. Ну, то есть, то ли график вас устраивает, да, ну вот вы кайфуете и от зарплаты, и от графика, может быть, ну, то есть, либо же от условий работы. Вот, в принципе, я не вижу такого вот прям отвращения к работе. То, что у вас появилась недоверчивость, это да. То, что вы себя накручиваете, тоже присутствует. Вы большой любитель каких-то вот грустных, печальных мыслей. Особенно это проигрывается, когда вы остались один. Вот периодически, ну так знаете, нет-нет, да, накатит такая вот грусть, печаль, тоска, депрессивные мысли. Хотя я не могу сказать, что вы до сих пор там убиваетесь по женщине. Ну да, периодически присутствует какая-то печаль, но вы вот как-то пытаетесь это отгонять, но оно не очень получается. Все равно состояние одиночества присутствует. Плюс вы вообще такой победитель по жизни. И я думаю, что вот именно та ситуация, которая у вас была с вашей женщиной, вот та неприятная ситуация, вот произошло между вами что-то такое, что вот вы все равно вышли победителем в этой ситуации. Либо же вы первый поставили точку, либо же вы как-то ее так резко поставили на место, ну, обломали, да, грубо говоря. Ну вот вы вышли в этой ситуации победителем. Не она вас, а вы ее. Вот как-то так, да? Я даже не знаю, как правильно объяснить, но я думаю, вы меня поняли. Причем может даже еще быть, что вот это ваше расставание стало для нее даже неожиданностью. Она могла даже не ожидать, что вот так все пойдет, что вот вы резко так либо же уйдете, либо же резко там ее отошьете. Ну, то есть она была так очень и очень обескуражена, да. У вас, да, у вас остались вот осадок после этих отношений. В принципе, это уже далеко не в первом раскладе проигрывается. Остался осадок, те же страхи, комплексы. Но я уже говорила, вот чисто вот эти психологические моменты, что это нормально. Это нормально, когда человек, которого предали, которого растоптали. Вот, да, ты любил женщину, а тебя просто предали, изменили, там, обманули. Это нормально, что дальше какой-то период вы не будете доверять женщинам, вы будете с опаской начинать и вступать в новые отношения. Но это должен пройти период такого вот горевания, охлаждения. Охлаждение прежде всего к прежней
Потому что, ну, довольно сложно из одних отношений вступить в следующие отношения, потому что вот этот период психотравмы, он все равно нам дается для того, чтобы вот прожить эту травму, пережить этот период, потому что это очень сложно из одних отношений вступить в другие. И вот эти вот моменты, когда клин клином вышибают, ну, это абсолютно неправильно. Я уже не раз говорила об этом. Вот эта женщина, которая выступает в роли клина, она на самом деле будет, ну, как бы такая вот своего рода игрушка, марионетка, да, которую вы используете просто, чтобы забыть вот эту свою прежнюю даму, либо же просто забыться, отвлечься. А эта новая женщина может иметь как раз серьезные намерения. Поэтому я вам советую не прыгать из одних отношений в другие, потому что вы сделаете и другого человека несчастным, и сами счастливым не станете, потому что в душе еще будет другая женщина. Итак, смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад? Так. Это женщина, которая была в вашем прошлом, с которой вы не общались какой-то период. Причем вы этой женщине раньше симпатизировали. Это не бывшая ваша жена, там, либо же вот подруга, да, если это были отношения. Когда-то вы были вместе, это было когда-то, да, вы перестали с ней общаться, но тем не менее она вас помнит, она не забыла даже спустя вот месяцы, либо же годы. Вы как-то вот то ли некрасиво расстались с ней, вот что-то произошло между вами, что оставила очень такой и неприятный отпечаток у нее. Вот несмотря на то, что она такая вся вот дама, вся из себя, такая вот голубых кровей, что ли. Вот у вас разрушение идет однозначно, да, это из прошлого, еще раз говорю, женщина, но это не ваша жена. У вас были сначала с ней красивые такие отношения, может быть какой-то роман, да, кто-то, может быть, жил еще и в гражданском браке, но это до вот этой вашей последней женщины. Потом у вас произошло разрушение ваших отношений. Скорее всего, на денежной почве. Это может проигрываться, что либо же вы заметили, что она чисто за деньги с вами общается, да, либо же чисто из-за постели, вот, ну, такой постельный интерес. А вам нужны чувства, вам нужно нечто большее. Поэтому вот у нее такой не очень хороший осадок остался, но с другой стороны у нее остались еще чувства. Она не охладела к вам, да, даже вот спустя время. Давайте-ка посмотрим, какое же неотправленное СМС ее, да? Угу. Вот она пыталась, она хотела вам написать, но она просто не отправляла. Она не отправляла это, она сама себя сдерживала. Вот ей бы хотелось написать вам, что ей что очень плохо, что она за вами скучает, страдает, тоскует, что ей бы хотелось все вернуть. Но, тем не менее, вот она не решается отправить вам это СМС. Почему? Вот она считает, что вы ее не примете. Вот не примете ни в каком раскладе, несмотря на то, что она вам когда-то, да, она очень сильно вам нравилась, когда у вас еще с ней были отношения. Плюс рядом с ней, я так думаю, что есть какой-то мужчина, это либо же ее ухажер, либо же это муж может проигрываться, да, но вот она, несмотря на это, она не может вас забыть. И вот она уже не раз пыталась вот написать вам письмо, либо же СМС, да, как по-современному. Она пытается вот даже выйти с вами на контакт. Ей очень хочется выйти на контакт. Я вам скажу, она даже следит за вами периодически, вот в соцсетях, либо же это может проигрываться просто в каких-то мессенджерах, да, вот она хочет хотя бы хоть как-то где-то вот, ну, какую-то ниточку такую с вами, да, иметь.
чтобы видеть, что вот, да, вы только что были там в соцсети, либо же посмотреть ваши фото, вот поностальгировать. Вот она, знаете, она не охладела абсолютно. Вот у нее вроде бы и есть мужчина, но вот как-то все не то. Вот отношения, которые не приносят ей удовольствия. Да, она его укротила. Мужчина денежный рядом возле нее. Она, в общем-то, им крутит как хочет. Но такого вот счастья, вот любви у нее нет. И на самом деле вот она с удовольствием пообщалась бы с вами заново, если бы вы появились в ее жизни, ей бы этого хотелось. Она даже мечтает, вот, чтобы вы появились, чтобы все начать сначала. Но опять же, у нее есть полно советчиков, вот ее окружение. Это могут быть подружки, там мама, сестры, кто угодно, которые ей рассказывают, что не нужно, что это все, это прошлое, что ничего не получится, да. Плюс еще ей могут советовать как-то вас вот заманить можно с помощью манипуляций. Но она это вряд ли будет делать. Вряд ли, нет. Вот она побоится манипулировать вами. Вот это остается пока на уровне ее мыслей, хотелок. Вот она не решается. Вот как-то вы так разошлись не очень красиво. И она не решается, хоть она вас и не забыла, хоть и чувства у нее есть. Так, все-таки она проявится или нет? Давайте-ка. Вот она не уверена, она сомневается. Знаете, она может проявиться, но это пройдет какой-то период. Это будет не ближайшее время. Это будет какой-то либо же звонок, либо реально это будет СМС ее. О чем это будет СМС? Да, вот о том, что давай помиримся. Это будет что-то такое, что будет намек именно на примирение. Это может быть, знаете, вот вначале даже элементарно сердечко, какой-то смайлик может прислать, потому что, ну, довольно часто люди начинают общение именно со смайликов, потому что, ну, написать как-то сразу страшновато. А вот смайликом вы как будто прощупываете, да, вот пойдет человек на контакт или нет. Вот она очень хочет наладить с вами отношения и вернуть все сначала. Абсолютно вернуть. Она вот считает, что вы были по судьбе в ее жизни, что вы были судьбоносным для нее. Но на самом деле я не вижу, вот я не вижу у вас соединения. Нет. У вас будет совершенно другая женщина. У вас будет новая история любви, а эта дама так и останется, да, вот при своих интересах, при своих желаниях, хотелках, ну и, конечно же, при своей симпатии к вам. Потому что, ну, ваша женщина новая, которая появится на вашем жизненном пути, это реально будет судьбоносная женщина, далеко не эта, которая из прошлого. И вы уже окунетесь в новую пучину любви, вот в пучину новой романтики, отношений, да. А это просто вот напишет себе смс и сотрет, напишет и сотрет. Да, вот могут быть какие-то проявления, как я говорила, но это будут очень такие робкие, осторожные проявления, но вы, скорее всего, на них не поведетесь. Да, это могут быть какие-то намеки, даже это может быть какая-то небольшая переписка. Но дальше переписки, либо же телефонного звонка дело не пойдет. И она останется при новых интересах вот со своим мужчиной, с которым ей не очень комфортно. Потому что дважды в одну реку вы не входите. Это ваше правило. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!